Приветствуем вас на канале Раиса Греченко, дача, сад, огород, цветы. Вы снова мне скажете, почему вместо темы огурцов стоишь у чего-то другого. А дело в том, что я всегда наблюдаю за определенными растениями, чтобы знать, теплая почва или нет. И у меня показатель укрытия почвы, то есть мульчирование под огурцами и томатами. В данном случае сегодня речь пойдет об огурцах. Это вот показатель зизифуса. Обычно он с 15 по 20 мая уже начинает цветение. В данном случае есть только маленькие цветочки, то есть бутончики, но цветы еще не раскрылись. Придется подождать несколько дней до раскрытия цветочков. Вот тогда я знаю, что зизифус он определяет точно, теплая земля, достаточно ли ему уже питательных веществ, может ли корень обеспечить растение нужными питательными веществами. Вот это температура почвы. И в данном случае еще температура почвы даже в теплице не готова к тому, чтобы ее замульчировать. Ну что ж, давайте приступим к главной теме сегодняшнего нашего видео. Идемте в теплицу к огурцам. Посмотрите, какие уже высокие огурцы. Да, тепло, и уже вегетация идет полным ходом, фотосинтез хорошо проходит. Огурчики здоровые. И мы собираем урожай уже довольно-таки с 18 мая первый был сбор урожая. Несколько огурчиков, первый салат с капустой делали и с огурцами. Ну а сегодня уже, раз они такие высокие, я всегда огурцы выращиваю в один стволик. И поэтому формировка у меня в один ствол идет вот каждый год. Я вот делала, сначала мульчировала, это было где-то начало 15-20 мая, но сегодня у нас 10 июня 2020 года, знак Водолей, сухой знак воздуха. И сегодня у нас убывающая луна, замечательное время для того, чтобы провести вот эти зеленые операции и опустить наши растения огурцов вниз, сделать вот такую вот спиральку. Но я раньше что делала? Я сразу же и мульчировала. Но в этом году придется ждать мульчирования, но ждать вверх уже нет сил, потому что уже к потолку подбираются огурцы. И я думаю, что я замульчирую через несколько дней, я покажу, когда зацветут зизифусы, вот тогда будет мульчирование. А сейчас даже почва не может прогреться из-за этого изобилия листьев. И еще очень важный момент, почему я делаю это. Я хочу, снова же рисунок подготовила. Смотрите, у меня огурец, это вот такой рисунок примитивный. Огурец в один ствол. Я вот так все время, ну вот это я вам показываю просто в воздухе, как это происходит. И они накладываются, вот эти спиральки, то есть эта лиана все время укладывается, и я собираю постоянно, смотрите, у меня есть огурцы на этой лиане. И причем это Арктика, и в начальной стадии всегда у Арктики по одному огурчику, а затем идет формировка по 3 огурца, по 2. Они как-то сами даже повторно собираю и повторно там выдают огурцы. Вот смотрите, мне почему эту тему так актуально сегодня поднимают, многие пишут мне. Женщина написала, говорит, я вот, она не посанковала, у меня вот лес. Вот лес, а огурцов мало. Что я неправильно делаю? Я объясняю. Смотрите, площадь питания одна и та же. У нас заложено все для питания огурцов, продумано, у нас есть видео, папка плейлист огурцы, и там очень много видео на эту тему. И вот смотрите, здесь огурцы идут, плеть и огурчики, вот они. А если бы я не убирала пасынки, не убирала вот эти усики, сейчас я буду показывать, как я это делаю, у меня бы нарастали новые ветви и росли бы листья. Росла бы зеленая масса. Огурчиков, естественно, было бы мало, потому что огурцам ничего не остается. Растут у нас листья. Поэтому получается, что даже больше питания забирает вот эта огромная масса, зеленая масса листьев, чем вот эти огурчики. И получится, что вот где-то месяц собирать какие-то огурцы будут, потом начинается, вот здесь мы же, как женщина пишет, не обрезаем листья, как же это обрезать, это же больно. Ну, мы же это выращиваем для урожая, и тоже те же помидоры и все остальное. Да, такая жизнь.
растения согласны, мы им об этом говорим, я им сообщаю и провожу зеленые операции в определенные дни, благоприятные дни, чтобы не занести инфекцию. И быстро засыхают ранка, и они адаптируются и дальше развиваются и растут. Поэтому вот этот способ быстро отдачи урожая, так называемая, хотя много листьев, затем заболеваемость, потому что лист всегда служит определенное время. Это как и у томатов, лист служит месяц. Зеленая, вот это физиология, это естественный процесс. Как и человек, у каждого живого существа на Земле клеточка определенное время живет, потом то ли делится, то ли заменяется, что-то происходит, или стареет и приносит неприятные вещи для самого целого растения, или же в том же органе, в нашем человеческом тоже постоянно идет замена на новые клеточки. Это то же самое замена идет. Листья старые отмирают. Вот я сейчас буду все практически, сначала теорию выдаю, а теперь практически все покажу, как я это делаю. Я уже часть огурчиков сделала, подготовила, но сейчас вот все это на практике покажу. Что мне для этого надо, чтобы вот этим способом получать высокий урожай огурцов. А для этого мне надо бочка, в которую я листья буду сбрасывать, потому что листья очень ценные, они здоровые, и они пойдут уже на зеленые удобрения. Далее, мне нужны ножницы, марганцовочный раствор. Далее, мне надо ведерко, куда я собираю огурцы. Смотрите, эти огурцы уже надо собрать, они тяжелые. Мы их можем просто отломать. Вот, сейчас собираю. И мне нужна еще сапка, почему я сейчас все это покажу. Ну и с чего я начинаю? Я начинаю с того, что я вот собрала огурчики, а теперь я убираю усики. Я их не выбрасываю на землю. Кстати, в усиках очень тоже много питательных веществ. Сколько же растения на них тратят. Ну вот, так как их можно обрезать, это зеленые операции в определенные дни, естественно, я не каждый день это делаю, а делаю только в дни воздуха, то есть близнецы, водолей, весы. Делаю в дни земли, это дни козерога и дни тельца, но в деве нельзя, потому что дева не приемлет вот эти зеленые операции. Ну и еще из огненных знаков хорошо овен и лев. В стрельце нельзя, это очень болезненно переносят растения, любые вмешательства. И вот смотрите, я убрала пасынки, они маленькие, и на них больше питательные вещества не пойдет. А если бы я оставила, это росло бы, ну и когда бы там огурец тот появился. И в бочку это все, в бочке все эти питательные вещества нам нужны будут, не будем мы выбрасывать. Итак, с усиками мы почти что разобрались. Нет, еще есть. Вот. Мы их убираем. Так, все, пасынки здесь убрали. Иногда пропускаю, а иногда, вот смотрите, вот здесь, вот хочу показать, вот здесь, вот, смотрите, потом повторный пасынок появляется. Кстати, там, где повторный пасынок, всегда 2-3 огурчика появляется. Это особенность вот этого гибрида, который называется Арктика. Ну, а теперь идем вниз. Не сверху начинаем, сверху мы почистили, а сейчас вниз. Смотрите, у меня получилось, остался пасынок. Вот, я его оставила. Этот пасынок мне нужен будет, я хочу размножить отводком этот огурчик для того, чтобы вниз, то есть на улицу, в открытый грунт занести. Эти грязные чуть-чуть, потому что еще нужно будет одну операцию проводить. Значит, здесь помыть ножницы, обрезаю. И смотрите, если я оставлю вот это, как у нас получается, растет пасынок, на пасынке уже новые пасынки. Если эти пасынки оставлять, естественно, снова новая зеленая масса на огурцы, пока не отправляет растение питательные вещества. Вот это у нас отводок, но мы его оставляем пока. Так, теперь этот лист убираем, он нам мешает. Вот так вот. И теперь начинаю обрезать. Хорошо, вот надо марганцовочкой все время вот это делать. Это можно ножницами делать, можно лезвием. Вот, так как сегодня день воздуха, очень быстро марганцовка засыхают ранки. Вот я вам рассказывала о том, что, смотрите, о том, что повторный был пасынок,
был огурчик. Мы собрали урожай, но снова идет пасынок. И с этого пасынка еще будут огурчики. Вот это особенность такая Арктики. Но я буду смотреть, только огурчики появятся, я буду прищипывать пасынок и собирать огурцы, а потом удалять полностью. Идем дальше. Обрезаем дальше. Вот так вот. Вот они повторные, эти пасынки. Можно часть убирать. Ну вот здесь будут огурцы. Я оставлю. Так. Ну вот где-то метр я убираю. Далее у меня были вот эти палочки. Вот которые были как подвязочные. Их тоже надо уже убрать. Я их убираю. И вот особенность вот этого способа, да, что в один стволик и этого года, у меня каждый год какие-то новшества, меняется климат и приходится полностью менять технологию. Кроме того, что я использовала мульчу, вот, так как пока не могу мульчировать, кстати, мульча потом будет, я покажу, как я буду закладывать, но у меня, помните, был горох, я показывала, по краям теплицы он сохранял тепло. И вот здесь сохранилось в земле очень важный вот этот азот, который накапливался на корешках именно гороха. И я сейчас вот эту земельку пока подсыпаю сюда вместо мульчи. Ну и это темный цвет, а темный цвет, он всегда притягивает тепло. Ну и на эту мягкую земельку сейчас буду укладывать. Ну снова же, возвращаемся снова к низу. Именно у меня, видите, завязки, так как и на томатах. Вот этот морской узел, он удерживает внизу. И затем я еще фиксирую несколько раз вот это растение. Вот, сейчас. Вот, фиксацию. Вы знаете, получается, я уже сколько раз делала, если закручивать даже по часовой стрелке, то вот от веса много огурцов формируется и начинает проламываться, проседать вот это растение. Поэтому я перешла к добавочным вот этим подвязкам. Они легко открываются и легко с ними справляться. Вот я уже эту подвязку забрала, и видите, растение начинает легко опускаться. Ну а теперь беру вот за верхушку. Вот наконец-то к верху снова возвращаемся. Беру за верхушку. И снова же, вот этот момент, многие говорят мне, что нужно только по часовой стрелке, что вы делаете неправильно. Я делаю так, как удобно растению. Смотрите, оно хочет так лечь. Ну и пусть ложится так. И вот этот момент, видите, огурец, видите, у нас есть, здесь уже маленькая спиралька начала формироваться. Здесь где-то метр огурца, даже чуть больше. Теперь я фиксирую снова же его. Фиксация идет под листом и под огурцом. Если мы его будем фиксировать где-то на серединке, оно будет все равно сюда вверх подниматься, потому что тяжесть солидная у огурцов. Вот, и можно. Да, я сейчас чуть-чуть вот так беру по часовой стрелке, но немного. И здесь же снова фиксирую. Вот снова же, вот эта завязочка, которая нам помогает, но мы должны подвязать к нитке, к этому шпагату. Подвязываем аккуратненько, не сильно его. Видите, оставляю просвет, потому что растет. А огурцы, заметила, 15 сантиметров в сутки набирает. Смотрите, здесь пасынок. Я его убираю. Далее у нас после знака Водолея будет уже знак стихии воды. И я не смогу это делать 2 дня, вот эти операции. Поэтому я сейчас, смотрите, здесь тоже пасынок. Он легко так пальцем чуть-чуть и убираю усик. Он не нужен нам. В природе нужен усик для того, чтобы огурец плелся. Но в данном случае мы ему все создаем. И вот наш огурец. Проверяем. Практически он весь уже... Нет, еще есть одно дело. Смотрите, огурцы, листья их не должны по земле находиться вот так вот, прикасаться. Поэтому вот эти листья, которые у нас на земле, я их тоже убираю. И вот в конечном итоге, что у нас осталось? А у нас осталось пасынок от водок, который у нас, я его сейчас вот таким образом немножко в землю. Кстати, можно и еще хочу в этом году сделать эксперимент, еще повторно с пасынка ввести еще одну спиральку. Посмотрим, вот это у меня будет экспериментальный огурец, даже 2. Вот хочу еще вот такой способ испытать и сделать. И вот смотрите, огурец опущен,
Все, что нужно сделать, я сделала. Здесь даже можно посмотреть, видите, вот еще раз показываю, где что находится у огурчика. Аккуратненько, верхушка, они мягенькие. Я их бором в этом году не обрабатывала. Они нежные, очень хорошие. Смотрите, есть пасынок, есть огурчик. И есть у нас, вот она, вот он усик. И оставляю огурчик. Все. Огурцы себе растут. Нужное количество листьев для фотосинтеза есть. Формировать огурцы есть где. Питание хорошее есть. Поливать сегодня нельзя, завтра только. Уже 11 после 13 часов можно будет поливать. Полью, и через пару дней, когда зацветет зизифус, тогда буду уже продолжать, не продолжать, а начинать процесс мульчирования. Ну что ж, следующий огурец, у меня вот столько еще кустов. То же самое, надо снимать урожай, потому что тяжесть большая. Видите, зафиксированы огурцы. И здесь вот тяжелые, и зафиксировано. Вот этот фиксатор под листом очень хорошо удерживает растение. Вот. Вот видите, какая высота. Здесь придется сейчас и пасынки, и усики. Все вот это лишнее обрезать, убирать. Вот сколько наросло. Но вот это все зеленое. Здоровая масса нужна будет нашим огурцам или помидорам. Все это у нас зеленые удобрения. Ничего не пропадает. Вот такая сегодня тема. Я думаю, что я медленно показала, как это делается. Теперь понятно, как он лежит, огурец. Вот еще раз смотрим. Вот он уже, спиралька началась. Видите, легонько укладываем, ничего не поломалось. Если сильно, часто поливать, вот почему я делаю это в дни воздуха. Растение сейчас не насыщено влагой и не ломается. Оно вот такой стебель жесткий, крепкий. Вот. И поэтому я вот спокойно их укладываю. Очень важно все агрооперации проводить вовремя и правильно. Ну что ж, я ответила на ваши вопросы по поводу того, каким образом я формирую огурец в один стебель. А в этом году будет 2 стебля. И я вам тоже покажу, как это будет делаться и результат. И Раиса Горяченко, Александр Волик подготовились к этому видео и сняли это видео для вас, ответив на ваши вопросы по теме огурцов. А теперь мы прощаемся с вами. До новых встреч в новых видео. А у нас впереди все огурцы нужно сегодня опустить, дать возможность солнышку подбираться к земле, нагревать почву, чтобы мы могли замульчировать. Пока-пока. Всего вам самого доброго и крепкого здоровья.